Рад приветствовать вас на YouTube-канале Дневник специалиста. Меня зовут Икрам, и сегодня мы рассмотрим некоторые вопросы о возможных нарушениях подрядчиком прав и законных интересов заказчика, физического лица, ну и также о способах правовой защиты. Об этом и поговорим сегодня. Но перед этим традиция – колокольчик, лайк, подписка на канал. Ну и репост, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Как и всегда, в конце мы подведем итоги, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, чтобы не пропустить важную для себя информацию. Итак, переходим к главному. В процессе проведения ремонтных работ относительно жилья одним из ключевых параметров выступает, вы согласитесь, их качество. К сожалению, разного рода недостатки являются достаточно частым явлением. В данной связи особую актуальность приобретает правовое обеспечение, то есть речь идет о способах защиты прав граждан. В первую очередь важно подчеркнуть принцип свободы гражданско-правового договора, но его юридическая квалификация по своей сущности должна опираться не только на его название и форму, но и на содержательную сторону возникающих правовых отношений, не игнорируя и вопросы юридической ответственности. При осуществлении ремонта жилья в рамках договорных отношений и применительно к возможным недостаткам важно обратить внимание на гражданское законодательство, в частности на норму, в которой отмечается, что качество реализуемых работ не должно противоречить условиям договора, но законом предусматривается и вариант отсутствия договора. В таких ситуациях законодатель делает отсылку к требованиям, которые предъявляются к соответствующим разновидностям работ. В данной связи следует отметить и судебную практику, которая исходит из того, что при отсутствии специальных договоренностей качество работ не должно быть ниже, чем то, которое установлено действующими строительными нормами и правилами. Также в правовом контексте весьма значимо обращение к нормам закона о защите прав потребителей. Прежде всего уместно упомянуть о нормах, в которых закреплены положения касательно срока выполнения работ, некачества выполненных работ, устранения недостатков и изменения стоимости работ при выявлении недостатков. Разберем их по пунктам. Так, в первом случае регламентируются возможные действия в случае нарушения сроков. Если при проведении ремонтных работ были нарушены сроки, гражданин имеет право устанавливать новые сроки, расторгнуть соглашение, предъявить требование уменьшить стоимость, либо поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Во второй фиксируется положение относительно некачественно выполненной работы. Если ремонт осуществлен некачественно, гражданин имеет право предъявить требование устранить недостатки, повторно выполнить работу или возместить издержки, необходимые для устранения недостатков. Это в ситуации, когда он был вынужден обратиться к третьим лицам. Вопросы на предмет устранения обнаруженных недостатков также нормативно закреплены в законе. Говоря об обязанности по устранению обнаруженных недостатков, следует отметить правовую обеспечительную сущность для потребителя, которая заключается в регламентации и отчетливой фиксации сроков. Ключевым вопросом является изменение стоимости выполняемых ремонтных работ при наличии недостатков. Тут речь идет о закреплении за гражданином права требовать снизить стоимость работ, возместить убытки, либо возвратить уплаченную в соответствии с договором сумму в установленные сроки. Помимо этого, следует обратить внимание на случаи, когда исполнители работ не брали предоплату и потратили часть своих финансовых ресурсов на приобретение материалов. В соответствии с законом, гражданин обладает правом отказаться от исполнения соглашения, однако он обязан возместить исполнителю фактически понесенные издержки. Важнейшие правовые вопросы, применительно к урегулированию ситуации с некачественным выполнением ремонтных работ, касаются сметы. Благодаря ей фиксируется стоимость как самих работ, так и задействованных материалов. Смета является одним из ключевых элементов заключаемого договора и характеризуется весьма ценным доказательственным значением. Если смета отсутствует, то возникают сложности с установлением стоимостных рамок для исполнителей по конкретным разновидностям работ. Для гражданина, желающего отремонтировать жилье, отсутствие сметы может повлечь за собой инициацию спорных ситуаций, конфликтов с исполнителем, и на первый план выходят трудности, касающиеся того, как располагать имеющимся бюджетом.
Отдельное внимание следует обратить на ситуации, при которой ремонт жилья выполняется без заключения договора. Соответственно, положение дел при таком условии является более сложным, поскольку могут возникнуть затруднения с доказательственной базой. Закон допускает заключение сделок в устной форме, но тут в частности актуализируется проблематика взысканием денежных средств. Однако у гражданина все же остается ряд вариантов правового обеспечения, которые главным образом связаны с расписками, выписками по банковским счетам и прочей документацией, подтверждающей, что выполнение работ было оплачено полностью либо частично. Иными словами, доказательству подлежит сам факт оплаты, и ответчику придется реагировать на это собственными доказательствами и обоснованиями. Нередко без заключения договора. Все нюансы и детали ремонта оговариваются в социальных сетях и мессенджерах. Это также следует учитывать с правовых позиций. Гражданин может сделать копии переписок и впоследствии заверить их нотариально с целью задействования в судебном разбирательстве и подтверждения наличия договоренностей. В ходе исправления недостатков при выполнении ремонтных работ в правовом аспекте ключевая роль принадлежит институту юридической ответственности. Ответственность сопряжена, например, с нарушением сроков, в течение которого вносятся коррективы и исправления. Речь идет о неустойках, правилах их исчисления и продолжительности действия. С вопросами устранения недостатков в процессе выполнения ремонтных работ связана проблематика качества используемых материалов, что регламентируется гражданским законодательством. И если материалы были предоставлены исполнителем, то и за их качество отвечает он. Иногда в гражданском правовом договоре может содержаться указание на то, что исполнитель ремонтной работы освобождается от ответственности за конкретные недостатки. Однако следует помнить, если удалось обнаружить, что в недостатках виновен именно исполнитель, то нести ответственность последнему все-таки придется. Кроме того, в ситуации, когда дело дошло до судебного разбирательства, на ответчика может быть еще и наложено обязательство по выплате соответствующего штрафа. Также дополнительный гражданин имеет право на взыскание компенсации морального вреда, и требуемая сумма компенсации оценивается гражданином самостоятельно, но окончательно ее определяет суд. Таким образом, в правовом обеспечении разрешение споров относительно недостатков при ремонте жилья рекомендуется руководствоваться нормативно-правовой базой, представленной гражданским законодательством, в том числе нормами, регламентирующими защиту прав потребителей. В этой связи важно принимать в учет и материалы судебной практики, в том числе отраженные в постановлениях Конституционного суда России. Решение принимать только вам, но чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правовую сторону вопроса. Ну и в завершение, друзья, подписка, колокольчик, лайк и репост. На сегодня это все. Все остальное вы можете прочитать в описании и комментариях к данному видеоролику. До встречи!